Сегодня у нас тема поздние роды. Роды после 40. Тема интересная, наверное, будет длинная. И меня побудила, так сказать, ее записать. Передача Яны Павлидис. Я случайно ее увидела. Там была именно тема разбора, как она называется, сделать себе пометки, как всегда. Называется она, значит, «Роды после 40. Все за и против». И мнения очень сильно разделились, но я хочу именно убрать все, возможно, вопросы или сомнения, так как знаю на собственном опыте, что такое рожать после 40. Я рожала второго ребенка здесь, в Германии, в 41 год, и поэтому могу рассказать. И, значит, прошу вас послушать это видео внимательно, может быть, потом еще раз переслушать и все эти аспекты учесть. И тем, кто живет в Германии, и тем, кто живет в России, возможно, пригодится. Статистика у нас в Германии и в России примерно одинаковая насчет рисков женщин, которым уже под 40 или за 40, примерно одинаковая у нас. Но здесь, в Германии, все происходит гораздо медленнее, чем у нас. Например, если ребенок ребенок, он уже взрослый, допустим, студент, он не работает, а продолжает учиться, то он получает детские деньги до 25 лет, то есть он еще считается ребенком. У нас же в 25 лет это уже считается старородящая женщина. Поэтому сравнивать как бы тут не надо, и сейчас уже немножко времена поменялись, но во всяком случае так было до недавнего времени. Здесь получается, что женщина, она, во-первых, имеет не мужа часто, а друга, и потом он превращается, если они брак не делают, значит, превращается в Лебенсгеферт, это вторая половинка, и так они могут прожить до 80 там, и до конца своих дней. Женщина часто надеется, как-то что-то выжидает, делает карьеру или отдыхает без детей. В общем, она тянет вот это все время. И в конечном итоге получается, что уже лет 39-38 она только задумывается о том, чтобы родить ребенка. И часто это, кстати, бывает, что так она и замуж не выходит, и, значит, мужчины не очень хорошо здесь, не все относятся к браку, в общем, с настороженностью, потому что законы раздевают мужчин полностью в случае расторжения, как правило, поэтому как бы они и не стремятся особенно жениться. Ну, в общем, это не страшно, то, что после 40 женщина хочет родить ребенка. С 90-х годов эта тенденция рожать после 35 лет увеличилась здесь, в Германии. Я сама рожала в 41 год, и многие думают, что у меня второй муж, и поэтому я решила так поздно, значит, с такой большой разницей в 17 лет родить второго ребенка. Нет, просто мы занимались собственным бизнесом вдвоем, и постоянно было некогда. У кого был собственный бизнес, знает, что это такое. И постоянно некогда, постоянно ты откладываешь. В конечном итоге я сказала, что либо мы рожаем сейчас, либо мы забываем об этом, потому что как бы мне нужна определенность. И мы решили, что да, мы хотим ребенка. И я прекратила пить противозачаточные, их пила я 10 лет, да не 10, наверное, больше, лет 15. И, значит, я забеременела сразу, в первый же месяц я забеременела. Но получилось так, что первый раз я забеременела в 39 лет, и все было хорошо, и без всяких проблем, значит, все это развивалось. Но дело в том, что именно в этот момент у меня погибает папа, совершенно здоровый человек, ему только что исполнилось 64 года. Ну, в общем, это пьяный водитель, пьяный урод, если так правильно выражаться. Я на эту тему, конечно, говорить не могу. Просто в это же время я узнаю, что у меня замерзшая беременность параллельно. И, в общем, на меня свалилась вся эта проблема двойным ударом. И, в общем, так получилось, что врач сказал, ни в коем случае мне нельзя выезжать, мне надо лететь было на похороны. И он сказал, ни в коем случае, потому что это может случиться выкидыш где-нибудь в самолете, и там тебя точно не откачают, а тем более в России. И, в общем, отговорил меня категорически лететь и сказал, что сейчас уже... Я ему, кстати, очень благодарна за это. Он сказал, что сейчас уже тебе торопиться и рисковать нет никакого смысла, надо думать о себе. И получилось так, что в 40 лет, как раз свой день рождения,
Папе в этот день уже было 9 дней. И в этот же день меня прооперировали. И получилось так, что после этого, то есть с клиники я вылетала практически, выезжала и сразу в аэропорт. Вот. Ну, никуда я, естественно, не успела. К чему я это рассказываю? Я рассказываю не к тому, что вы сделали бы какие-нибудь там выводы или, ну, неправильные. Я к тому, что какая бы у вас ситуация ни была, никогда не знаем, что свалится на нашу голову. Это не причина отказываться от ребенка. Если вы беременная в этот момент, и у вас нормальная беременность протекает, думайте о ребенке. И не психуйте, и отключите вообще все мысли, и думайте только о себе и о нем, чтобы вы были спокойны, и вы ничего не измените. Вы измените ситуацию к лучшему, только родив ребенка. Или поберегите себя, чтобы вы были здоровы. Мало ли какая ситуация. Понимаете? Поэтому я вам это решила рассказать. Это как бы личные факты из жизни, но для кого-то они будут полезные. Значит, врач мне объяснил, что это у меня первая замерзшая беременность, и ничего страшного, это зависит от самого плода. Это может быть также от противозачаточных, а принимала я их очень долго. И что просто надо полгода не беременеть, и потом можно пытаться снова. В тот момент, конечно же, у меня все рухнуло, мне было не до этого, я вообще даже не думала, что я еще когда-то буду пытаться забеременеть. Но через некоторое время, уже чуть прошло путь, это полгода, как-то я немножко поуспокоилась, и у меня наоборот возникла такая идея фикс, вот мне хотелось родить мальчика не потому, что я заменю им отца или назову ребенка редким именем, допустим, да, папиным. А вообще, я, кстати, вообще против того, чтобы называли теми же именами. Вы этим, как бы, да, не заметите, никого не замените, и поэтому лучше новые имена вводить, чтобы не было никаких ассоциаций. Это совершенно другой человек. И оставьте в памяти всех, кто ушел, такими, какими они есть, и не стоит, как бы, как пел, кто это пел, и я ваши возьму имена, чтобы назвать ими дочку и сына. Забыла, как его фамилия, но неважно. Короче говоря, я не приветствую, конечно, это. В общем, я забеременела опять сразу, без перерыва. Какие минусы? Сейчас я вот сделала пометки, чтобы не забыть прям. Какие минусы для тех, кто рожает после 40? Значит, пишут, что поздняя беременность, скорее всего, беспощадно обнажит все те слабые места и скрытые болячки, которые накопились с возрастом и о которых мы могли даже не подозревать. Это пишут в блогах, пишут в интернете. И это читают будущие мамы. А в наше время в 40 лет все бегают как козы, и это действительно новые, наверное, 20, я не знаю. И поэтому как бы обращать внимание на это. И потом, если хорошо вспомнить, то наши бабушки, прабабушки, они рожали лет до 50, и все было нормально, и без всяких абсолютно проблем. Поэтому не берите это в голову и просто не читайте такую информацию. На моем пути, когда я была беременна, нашлись тоже люди, которые, значит, бездетные, кстати говоря, которые мне говорили: оно тебе надо, ты уже не в том возрасте, ты никогда не придешь в форму. У тебя какой риск заболеваний после 40 лет? Старайтесь, если это не ваши родственники, просто не общаться во время беременности, потому что это вредно для вас. Вообще не слушать это все. Вот. И, значит, еще раз хочу сказать, аккуратно очень с противозачаточными. Я не знаю, конечно, это такое дело, что надо чем-то предохраняться, но они наносят большой вред. Во всяком случае, вот мне они нанесли вред, потому что мне их категорически нельзя было принимать. И все, и я, значит, как бы оставила все это дело. Но это очень неудобно, но что делать? Здоровье важнее в данном случае. Если у вас во время беременности вдруг началось кровотечение, никаких подождать там или что-то такое, сразу, особенно в этом возрасте, моментально в больницу. Я так встречала 2008 год. У меня ни с того ни с сего началось кровотечение, причины могут быть самые разные, поэтому езжайте, пожалуйста, ночь там, не ночь, сразу в больницу и выясняйте, в чем дело. У меня все было нормально, все обошлось, ничего страшного, но я-то перепугалась, я же нервничаю в этот момент, я не знаю, что происходит, и оно не останавливается, и все. То есть, да, совет, сразу моментально к врачу.
И не подсчитывайте, сколько вам будет лет. Да, если вы беременная, и вы думаете, ой, вот я так поздно забеременела, ему будет 20, мне 60, там, или 30, мне 70. Важно не то, сколько вы будете с ребенком, а важна база, которую вы заложите в него. Как вы общаетесь, тактильный контакт очень важен. У нас был дедушка, золотой человек. Он умер, когда моему брату младшему было 3 года. Но брат прекрасно его помнит, потому что получил такую огромную порцию любви и вот этой базы. Вы должны понять этот момент. Эта база, это как бы, это тыл ваших предков. И эта база остается с тобой навсегда, даже если они покинули этот мир. Поэтому помните об этом всегда. Лучше залюбите своего ребенка, чем будете говорить ему всякую ерунду и готовить его к суровой правде жизни. Как проходили роды в Германии? Значит, нас с мужем пригласили, когда я была беременна, уже пригласили такой в генетический центр, порасспрашивали про наших родственников, какие дети у кого. И, значит, нарисовали такое генеалогическое, типа генетическое, да, дерево, где можно проследить риск заболеваний и всяких патологий. У меня он был низкий, но тем не менее, так как мне 40 лет, я проходила проверку околоплодных вод. Называется она амниоцентез, да. Так как мне было уже за 40, я была не против, я наоборот хотела узнать и быть спокойной, все ли в порядке после особенно вот этого инцидента у меня случая. Я хотела быть уже спокойной и как бы, да, вынашивать без проблем. Процедура, конечно, неприятная, но она быстрая и такая терпимая, можно, спокойно идите на нее и делайте обязательно, потому что вы будете знать, что вас ждет. Буквально через 2-3 недели я получила письмо, что у нас все в порядке, что меня безумно обрадовало. И там, мало всего этого, там стояло, что у меня будет мальчик. После чего, конечно, у меня беременность была более в радость, и я уже была спокойна, и кто у меня родится, я уже была подготовлена и так далее. Рожала я сама в отдельной палате, которая, похоже, была больше на жилую комнату. Мне пришлось, значит, подключать, я не рассчитывала на это, эпидуральную анестезию, что, честно говоря, советую тем, у кого какие-то такие роды чересчур. Мне стимулировали роды, я не могла, я 2 дня пролежала. У меня дети рождались позже, чем нужно, по срокам, по тем, которые были установлены. Сама я не могла установить, какой срок. Но дети рождались первый и второй позже, и у меня уже роды стимулировали. И, видимо, перестимулировали, что у меня началось как-то это все резко и бурно, и поэтому, в общем, пришлось делать эту эпидуральную анестезию. С ней намного легче. Сын мой родился почти 5 килограмм и 62 сантиметра в длину. Если вы не в курсе, то это очень и очень крупный ребенок. И, значит, при этом у меня не было разрывов, и форма тоже пришла быстро, потому что и с первым, и с вторым на конечные дни беременности я взвешивала ровно 10 килограмм, не больше я прибавляла. Что важно, муж и дочь присутствовали на родах, да, их, значит, туда пригласили. Что я могу сказать по этому поводу? Их присутствие, честно сказать, мне мешало. И муж до сих пор, кстати, под впечатлением, он очень рад, что он туда пошел. На сексуальных отношениях, если кого-то это интересует, это никак не отразилось негативно. Наоборот, для кого-то это полезно увидеть, как рождается твой собственный ребенок. Но я уверена, что это совершенно не для всех мужчин зрелище. Если мужчина сам не просится, не хочет идти к вам, значит, вместе с вами рожать, пожалуйста, не настаивайте. Зачем вам мучить своего мужа, чтобы он падал там в обмороке или мучился? Если он не проявляет как бы желания, не тащите его с собой. Он будет только мешать. Что еще важно? У меня частная страховка. Это, конечно, очень удобно, пока ребенок маленький, когда ты рожаешь, у тебя отдельная там палата и так далее. Но я не советую переходить полностью на частную страховку. Это для тех, кто в Германии. Сделайте себе лучше на время вот беременности и родов какой-нибудь Zusatzversicherung. Это дополнительное страхование, чтобы у вас было хорошее обслуживание, шеф-арzt, как это, главный врач там или как, и отдельная палата и так далее, все преимущества. Но не делайте полностью частную страховку.
Значит, еще одна вещь. До родов вы выбираете себе хибамы здесь, в Германии. Это акушерка, которая будет посещать вас 56 дней после родов ваших ежедневно. Она будет следить за развитием ребенка, взвешивать его, там, измерять рост, как он там прибавляется в весе, следить за вами, помогать вам купать, если вы там что-то забыли, все подскажет, расскажет. И если у вас какие-то там проблемы со здоровьем, она, значит, обязана как бы вам помочь с этим делом. Это мне лично очень помогло, потому что с такой разницей 17 лет между детьми я уже все позабыла, честно говоря. И потом, конечно, нельзя сравнивать роды в России, в Германии, тут все по-другому. А в России в 91 году я рожала, и это там умереть было очень просто. Это я такая живучая, что я выжила. Не бойтесь потерять фигуру, не бойтесь, там, что у вас грудь обвиснет, волосы, зубы после родов. Пейте фолиевую кислоту и железо. У кого гемоглобин падает, и, значит, ешьте кальций, но это все вам скажет врач. Ходите обязательно к врачу, обязательно. Немецкие врачи считают, что роды в позднем возрасте полюбовно нас омолаживают. Во время беременности у меня, например, прошли мигрени. У меня хорошо проходила беременность, легкая, без отеков, без токсикозов. Если вы стали молодой мамой, лет 45, там, это стимул вам оставаться в хорошей форме. Да? И должно быть понятно, что вы мама, а не бабушка. Я думаю, что при желании это не составит вам большого труда. Для ребенка, кто бы что ни говорил, очень важно, как выглядит его мама. Да и папа. Это очевидно, и я это очень хорошо помню. У меня была очень молодая, модная мама. Она приходила за мной в детский сад, и мне все завидовали, практически все девчонки, да и мальчишки тоже. И в 1 классе, и в детском саду. Просто знайте, мам любят любых, естественно. Но просто знайте, что ребенку не все равно. Если поначалу он не очень обращает внимание, там, да, совсем в маленьком возрасте, то чуть позже ему очень важно и приятно будет, если он будет видеть, что мама следит за собой, и он оценит это и будет гордиться вами. Это прививает вкус не только девочкам, но и мальчикам. И это не надо забывать. Когда я забирала из сада моего младшего брата, сама будучи школьницей, я помню, что дети из группы шептались, что вот у Саши мама такая красивая, как Алла Пугачева, а папа похож на Михаила Боярского. Мне так было смешно, но это факт, это как бы говорит о том, что дети все замечают. Это нам кажется, что мы не обращаем, они не обращают внимания, им все равно. Как мне очень многие пытаются доказать, что детям без разницы абсолютно. Как вы считаете, напишите в комментариях. Что я вам хочу сказать, что вот сейчас с возрастом я более расслабленная мама, не такая, как в молодости. Может, потому что здесь нет дефицита, может, потому что, с возрастом приходит. Тогда, когда я рожала в 91 году дочку, это был путч, дефицит, вот кто помнит. У меня схватки, приехала скорая помощь, абсолютно пустая, с грязным полом, в которой вообще нет никакого оборудования. Один водитель, мы мыкались по всем, это хорошо, у меня схватки медленные такие были. Мы мыкались по всем городам близ северного вот этого Минераловодского района. Мы объехали несколько роддомов. И сейчас я вам хочу сказать, что мне комфортнее в роли мамы, нежели чем тогда. Включился у меня какой-то фильтр. Вы знаете, вот что важно, что не важно. Оно все отметается, неважное. И стало меньше суеты, что надо обязательно какие-то дополнительные занятия ребенку, что его надо сувать во все эти кружки везде, то есть не давать ему не продохнуть. Я вам хочу сказать, что не надо его грузить лишним. Я это поняла. Важно ваше отношение с ним. Это важно, да. Записывается. Ничего страшного. У меня ребенок, вот этот вот, очень спас в той ситуации тяжелой. Я занималась только им, и мне некогда было больше горевать, потому что это вообще батареечка для всей семьи. Даже если вдруг у вас рождается больной ребенок, то я хочу вам сказать, что Бог не делает ошибок. Значит, вам достается ценный урок научиться любить. И это надо понять и стоять горой за своего дитя. Если вы узнали о беременности в зрелом возрасте, я вас от души поздравляю.
делайте все анализы, которые назначает вам врач. Ждите появления нового родного человечка. Я оставлю ссылку на эту тему в печатном блоге. У меня есть как бы на эту тему пост с фотографиями. Посмотрите, если вам интересна эта тема. Я из-за вируса решила немножко притормозить и выпускать раз в неделю, но более тщательно подготавливаться к видео, потому что я не ответила еще на некоторые вопросы, а вопросы там интересные, поэтому я как бы готовлю ответы. И если у вас есть свои истории поздних родов, вы делитесь в комментариях, потому что всем, кто в этом возрасте беременеет, им будет очень интересно это все послушать. И, значит, что? Оставляйте свои, если какие-то вопросы я не осветила, прямо задавайте их в комментариях, я отвечу абсолютно на все вопросы. Девочки, подписывайтесь на канал, если понравилось, ставьте лайк, если вам информация была полезная. Делитесь с теми, кто у нас сейчас носит под сердцем дитя или планирует его в более позднем возрасте. Ничего страшного в этом нет, это счастье всегда. Мы любим друг друга и передаем вам большой Привет. привет. Пока. Всем пока. Улыбайся. Я может, заставочку в день сделаю. Зачем ты волосы не убрал? Не, ну поулыбайся, даже заставочку в день сделаю. Короче.